Всех приветствую! По многочисленным просьбам 4 года назад мною был сделан гайд, объясняющий правильный геймплей за доктора. В целом там были перечислены основы, ведь в текстовом формате трудно передать многие детали. Тем не менее, этот видеогайд перед вами, и я постарался объяснить здесь все, что нужно знать о докторе. Да, с его выхода прошло уже больше 5 лет, но справедливости ради, убийца был незаслуженно забыт многими, и еще больше игроков даже не пытались его попробовать, постоянно видя его в низших тирах во многих тир-листах. Я бы хотел попытаться это исправить. Лучше поздно, чем никогда. Основная способность Искра Картера. Шоковая терапия, представляющая собой заряд, появляющийся перед доктором, позволяющий прервать действие выживших, а также вешать на них дебаф на 2,5 секунды. Во время дебафа выжившие не могут взаимодействовать с предметами окружения, использовать перки, для которых требуется нажатие кнопки, например, крепкий орешек, а также не могут лечить себя и других выживших. Дополнительная способность – статический разряд. После 2-секундной подготовки, которую слышат все выжившие на карте, вы выпускаете разряд электричества в пределах вашего радиуса террора, который заставляет кричать всех выживших, которым не повезло оказаться в его радиусе. Затем тот уходит на перезарядку на минуту. Стоит отметить, что и шоковая терапия, и разряд не действуют на выживших, которые находятся в шкафчиках. И шоковая терапия, и статический разряд повышает выжившим стадию безумия. Безумие – уникальный эффект от доктора, который накладывает на выживших разнообразные дебафы. Всего есть 3 уровня безумия. Первое безумие. При повышении стадии заставляет выживших однократно вскрикнуть, что выдает их расположение доктору, а также дает шанс 33% на появление иллюзорных скричеков. Второе безумие. Заставляет выживших однократно вскрикнуть и вызывает у них галлюцинации в виде призрачного доктора, а также повышает шанс появления иллюзорных скричеков на 66%. Иллюзии на этой стадии появляются раз в 15-30 секунд, но порой могут не появиться вовсе. А почему? Один Мэтью Коут знает. Тайминг появления иллюзии закреплен за каждым выжившим индивидуально, и он замораживается, когда тот залезает в шкаф. Пока выжившие в шкафу, иллюзии около него не появляются. Третье безумие. Заставляет выживших во время от времени вскрикивать и вызывает у них галлюцинации в виде призрачного доктора. На третьей стадии доктор может видеть эти галлюцинации в виде белых аур на любом расстоянии. Иллюзорные скричеки на этой стадии присутствуют постоянно. В этом состоянии выжившие не могут лечить себя или товарищей, чинить генераторы, ломать крюки, обыскивать ящики, очищать или благословлять тотемы, пока не выполнят действие «прийти в себя». Прийти в себя – это действие, которое позволяет выжившему выбраться с третьей стадии безумия. Оно занимает 12 секунд. Когда выживший успешно завершает действие «прийти в себя», уровень безумия снижается до 1. Единственная возможность потерять прогресс во время этого действия – промах по скричекам. В этом случае вы потеряете 25% прогресса. Во время третьей стадии выживший будет периодически вскрикивать, примерно раз в 20 секунд. Так же, как и с иллюзиями, залезание в шкафчик и действие «прийти в себя» замораживают тайминг криков на текущем значении. При выполнении действия «прийти в себя» выживший будет кричать только в случае провала проверок реакции. Также он не кричит, когда находится в шкафчике. Стоит также рассказать о так называемых иллюзорных скричеках. Они представляют из себя не что иное, как обычные скричеки, подверженным разнообразным эффектам. Они могут трястись, менять направление движения, а также появляться в разных частях центральной части экрана. Эта неприятная механика может стать причиной ошибки даже опытных выживших при взаимодействии со скричеками. Несмотря на то, что реворкнутые докторы требуют меньше скилла, чем раньше, знание таймингов все еще необходимо.
и простой спам против хорошего выжившего сделает игру вам только хуже. Для начала нужно понять, как работает шоковая терапия. Как уже было сказано в начале видео, шоковая терапия – это заряд, вылетающий из центра хитбокса доктора. Спустя секунду после волны выживший получает от нее удар, сопровождающийся криком выжившего и электрическим звуком для доктора. 2,5 секунды он не сможет взаимодействовать с предметами окружения, включая окна и палеты. Стоит помнить, что в отличие от старого доктора, шоковая терапия не сбивает анимации прыжков в окна, а это означает, что вы должны кидать шоковую терапию максимально заранее, чтобы не дать выжившему войти в анимацию прыжка. То же самое про палеты, но там чуть легче, ведь окно анимации там гораздо меньше, чем у окон. Говоря про окна анимации, стоит знать, что львиная доля неудачных шоковых терапий происходит из-за недооценивания хитбоксов окон. Как известно, у окна есть два хитбокса – для слоу или мидволта и фастволта. Если для слоу и мидволта хитбокс окна находится практически рядом с самим окном, то фастволт позволяет прыгать со значительного расстояния. Как уже было сказано, так как анимации прыжков в окна более шоковой терапии не сбиваются, как только выживший успешно нажал кнопку прыжка, он становится неуязвимым к вашей способности. К великому счастью, с палетами хитбокса прыжков куда меньше, и давать шоковую терапию по палетам куда легче. Примерная демонстрация успешных и неуспешных шоковых терапий. Контроль крюка. У доктора есть неплохая возможность прерывать и мешать выжившим спасать товарищей из крюков. Использование шоковой терапии по спасающему выжившему не даст ему закончить анимацию до срабатывания следующей. Если речь идет о моментах, когда спасать идет лишь один выживший, вы можете кинуть на него шоковую терапию, сразу же нанести удар и затем нанести еще один удар, пока у него не прошел эффект бездействия. За это время он не успеет спасти другого выжившего. Очевидно, данный тайминг может быть преодолен перками, ускоряющие процесс снятия с крюка. Кстати, такое не получится при наличии аддона дисциплины. И все из-за быстрого срабатывания шоковой терапии на нем. В случае, когда спасающих выживших двое, все, что вам остается, стараться попадать в шоковые терапии сразу по двоим, максимально выигрывая время в попытке дождаться перехода висящего на крюке выжившего на следующую стадию. Как только вы промахиваетесь один раз, велик шанс, что крюк вы уже потеряли, так как у выжившего не будет страха спасти свою цель. Оттягиваний от крюка в игре, как известно, больше нет. Говоря про слабости, тут все довольно очевидно и печально. Прямо со времен выхода легендарного Дэвида Кинга и его не менее легендарного Крепкого Орешка он был полный имбой против доктора. Его использование позволяло буквально проскочить шоковую терапию, избежав ее действия. Учитывая, что слово «пропуск шоковой терапии» и слово «смерть» для доктора означает одно и то же, можете сами представить, насколько мерзким был этот перк. Да, шоковая терапия не дает использовать Крепкий Орешек, если она поразила выжившего, но смышленые игроки умели нажимать его прямо перед самым моментом ее срабатывания. В одном из сравнительно недавних обновлениях он был в скобочках ослаблен, не давая выжившему полную неуязвимость и рывок, но давал возможность получить эффект стойкость на половину секунды. Он больше не дает возможность избежать шоковой терапии, однако его все еще можно использовать после нее, в тот самый момент, когда доктор уверен, что у выжившего уже не будет времени для маневра, кроме как прыгнуть в окно или сбросить палету. Опытных выживших, которых ловить довольно трудно, в погоне с которыми важен каждый метр, ситуации с внезапным орешком в конце погони может стать не такой редкой. Доктору очень трудно играть с бодиблоками. Это когда во время погони здоровый выживший прикрывает вашу основную цель собой, заставляя вас ударить его, тем самым дав вашей первоначальной цели достаточно времени для разрыва дистанции. Карты с дикими спавнами конструкций вроде двух окон в ряд, сильных мейнов, таких как Салун,
кротуспрен и так далее, также вызывает массу проблем. Игра имеет рандомную генерацию спавна, и даже на более-менее стабильных картах подобные ситуации с окнами, выходящими на палеты, и наоборот, могут быть не такой уж и редкостью. И все дело в том, что доктору это будет очень трудно разыграть, если у него будет выбор – кидать шоковую терапию на палету, позволяя выжившему прыгать в окно, или наоборот. И опять же, нельзя не упомянуть бодиблок. Выживший, который принял на себя удар, если у него есть доступ к лечению, в таком случае он сможет мешать вам ловить вашу основную цель, пока у него не закончатся ресурсы, в идеале. Если у вас нет подходящих перков, обыграть это выйдет лишь если вы смените свою цель на него. И теперь самый главный враг доктора в погоне – ускорение. О спринтах говорить нет смысла, они очевидно дают преимущество против всех убийц в виде разрыва дистанции. Речь идет о постоянном ускорении. Это перки вроде призвания, кровавый договор и, конечно, надежда. Когда доктор заряжает шоковую терапию, он замедляется, в то время как выживший совершенно не теряет скорости. Если у выжившего есть эффект спешки, то доктор за счет замедления теряет очень много времени для поимки. 3-4 круга вокруг палеты превращаются в десяток, пока доктор не понимает, в чем дело, и превращается в обычного пешего М1 убийцу, что тоже не особо помогает. А превращается он потому, что в подобных ситуациях способность использовать просто невозможно, из-за огромной разницы скоростей. В данной записи наглядно видно, как сильно влияет всего 3% ускорения на сам ход погони в сравнении с обычной скоростью. Ну а показывать, как выживший бегает 20 кругов вокруг одной палеты с надеждой, я не вижу смысла. И так все понятно. Я изначально не хотел перечислять все, в скобках, интересные билды, потому что в том же паблике играет все, что угодно. Если вам, конечно, не попадется турнирный стак, что крайне маловероятно. Но все же я расскажу о некоторых перках, которые в этом плане универсальны. Напоминаю, что мета может меняться, и что актуальность со временем может быть утрачена. Вмешательство скверны. В начале игры 3 самых дальних генератора от вас закрываются на 120 секунд. После его последнего нерфа он стал отключаться после того, как вы переведете выжившего в предсмертное состояние. По большому счету, это нерф самых сильных убийц, которые быстро находят и ловят выживших. Для обычных пеших, в принципе, ничего не поменялось. Главная задача перка – заставлять выживших искать незакрытые генераторы в начале игры. Мертвая хватка. После заводки генератора закрывается самый большой по прогрессу генератор на карте на 30 секунд. В интенсивных играх из-за своей скорости вам просто некогда бить генераторы. Да и в принципе я бы не назвал доктора таким убийцей, который может позволить себе ходить и бить генераторы. Выхода нет. Прелесть перка в том, что он хорош в принципе на всех убийцах. После подачи питания на ворота, если выживший трогает рычаг ворот впервые, он закрывается на 12 секунд. За каждое первое повешение выжившего вы получаете 1 токен, который дает еще 12 секунд к работе перка. Таким образом, время действия перка можно продлить до 1 минуты. Сам по себе перк очень силен, но в то же время идеально дополняет другие перки на конец игры. Никому не скрыться от смерти. Возможность положить выжившего с одного удара очень сильна, даже без сочетания с прочими перками на late game. Плюс, он ускоряет вас на 4%, что также помогает куда быстрее ловить выживших при помощи шоковой терапии. Суровый мясник. После обновления механики кровотечения, перк стал довольно простым и мерзким против выживших. Его берут много на кого, но доктор из-за его способности блокировать возможность лечиться у выживших при помощи шоковой терапии или третьей стадии безумия в ряде случаев сделает им игру очень неприятной. Плюс, также неплохо контрит спины, заставляя подставляющихся выживших тратить много времени на лечение. Аварийная кнопка. Благодаря статическому разряду доктор может прерывать действие починки, закрывая генераторы аварийной кнопкой. Срабатывание разряда прерывает текущие действия выживших, что и вызывает активацию перка. Принудительная мера. Отличный перк, который крайне полезен против сыгранных команд и крайне бесполезен в обычном паблике. Вешает эффект ослабления на подставившегося выжившего на 80 секунд, не давая ему зайти на вторую спину и оставляя его раненым на это время. Да, он не решает полностью проблемы подставления во время погони, но это гарантия того, что тот выживший, который подставлялся, не придет к вам снова, без риска упасть.
Доктор очень аддонозависим. Настолько, что некоторые не помешало бы вставить ему базовую способность. И нет, пожалуйста, только не дисциплину. Тем не менее, начнем. Аддоны можно разделить на две группы. Первая группа, влияющая на форму и отображение шоковой терапии. Вторая группа – на эффекты и от шоковой терапии и статического разряда. Конь показывает радиус шоковой терапии в виде визуального отображения. Электроды увеличивают дальность шоковой терапии на 2, 3 и 4 метра. Кассеты. Мемные, но практически бесполезные аддоны. Они удлиняют и придают шоковой терапии причудливую форму. Это аддоны старой школы, которые были сделаны как альтернатива старым электродам, которые увеличивали не только дальность шоковой терапии, но и длительность ее заряда. Кассеты позволяли увеличивать шоковую терапию без дебафа замедления заряда, но были псевдосложными и зачастую неэффективными в использовании. Их всего две. Одна превращает шоковую терапию в узкий 20-метровый луч. В принципе, неплохая тема для атак по выжившим, занимающихся лечением, которых вы видите, например, под зовом медсестры. Вторая придает шоковой терапии форму кольца. Аддон полностью бесполезен, как самостоятельный аддон, и только подходит для использования в комбинации с первой кассетой, ибо теперь вы сможете шокать не только вдаль, но и вширь. Дальше идут аддоны на эффекты. Порядок. Группа аддонов, ускоряющая восстановление статического разряда. Дополнительный эффект. Спавн иллюзорной палеты каждые 20 секунд на месте случайно сломанный. Доктор видит их в виде ауры, так что если выживший коснется ее, пока тот находится вдалеке от вас, вы можете обратить внимание на пропажу ее ауры, что выдаст местоположение выжившего. Данные палеты, к сожалению, довольно легко распознать как иллюзорные. Неиспользованные палеты стоят вертикально вверх, в то время как настоящие под небольшим наклоном. Эти палеты содержат под собой щепки, от сломанной настоящей. Также эти палеты не отображаются такими перками, как, например, уникальная возможность. Спокойствие. Группа аддонов на радиус террора. При заряженном статическом разряде он увеличивается, а при разряженном уменьшается на 8, 6 и 4 метра, в зависимости от редкости аддона. Также выжившие будут слышать иллюзорный радиус террора каждые 30-45 секунд, длящийся около 15 секунд. На третьей стадии они слышат его всегда, пока не придут в себя. Дисциплина. Группа аддонов на улучшение срабатывания шоковой терапии, ускоряющая ее активацию. На второй стадии у выжившего будет периодически появляться красное свечение за спиной, как будто доктор находится прямо за ним. На третьей стадии этот эффект будет постоянным. На время действия этого эффекта у доктора красное свечение пропадает. Ускоренное срабатывание шоковой терапии, из-за которой прервать действие выжившим можно гораздо раньше. Сам по себе аддон довольно легкий в освоении, к тому же выжившему бегать от нее очень трудно. Старый крепкий орешек мог помогать ненадолго спастись от доктора с дисциплиной. Теперь же от спама вас спасет только ошибка от доктора, разрыв дистанции при помощи ускоряющих навыков, ну или интересный спавн, который будет обыграть доктору крайне трудно. Ну и конечно, не забываем про тиммейтов. И, наконец, усмирение. Группа аддонов на раскрытие аур. Самый информативный аддон у доктора. При повышении стадии безумия выживший раскрывает свое местоположение в виде ауры, которая длится 1, 2 или 3 секунды в зависимости от редкости аддона. Начиная со второй стадии безумия, иллюзорные доктора вокруг выживших становятся вам видны в виде аур. Тем самым вы будете видеть их примерное местоположение, а действие аур иллюзий будет продлеваться на 6 секунд. Это единственный аддон доктора, основной эффект которого не суммируется, если взять два аддона одного типа. Но ауры докторов — это скорее приятный бонус. Главная же польза его в том, что после поднятия уровня безумия выжившим вы будете видеть их ауру. Это очень сильно помогает, когда вы не видите самого выжившего, позволяя точно понимать его действия. Радужный король. Аддон, который накладывает на выжившего вторичные дебафы всех аддонов из категории эффектов, в зависимости от текущего уровня безумия. Предмет необоснованного страха многих на деле же не так опасен, хотя на закрытой карте может неплохо заработать как инструмент дезориентации из-за обилия эффектов. В старые времена, когда у доктора был прекрасный аддон на постоянный эффект усталости на третьей стадии, совокупность эффектов вместе с этим дебафом делала короля довольно мерзким аддоном для выживших. Но все это в прошлом. Радужный ферзь. Аддон,
который при атаке по выжившим шоковой терапии или статическим разрядом вешает на них эффект статического заряда. Если выживший с этим эффектом подойдет к другому, другой выживший получает удар шоковой терапии с повышением уровня безумия на 0,5, прерыванием текущего действия, но без блокировки действий на 2,5 секунды, после чего эффект мгновенно пропадает. Если выживший при использовании способности доктора находится в пределах 4 метров от другого выжившего, эффект никто из них не получает. Нет никакого смысла расписывать, как шокать тот или иной объект. Говорю как есть. Полное понимание игры приходит лишь на самой практике. Но я могу подсказать пару крайне важных советов. Старайтесь не спамить шоковой терапии, когда это не нужно. Во время заряда шоковой терапии доктор замедляется, что особенно заметно, когда вы во время заряда касаетесь углов строений. Опытный выживший воспользуется вашим замедлением и будет уходить на дополнительные круги в попытках разорвать дистанцию. В старые времена, когда были переключения фаз, это замедление в совокупности с углами невероятно сильно наказывало его в погоне, если игрок не умел правильно отходить во время зарядки от них. Используйте шоковую терапию тогда, когда выживший будет в непосредственной близости около окна или палеты. Играя в паблике, не избегайте сильных выживших. Опыт поимки слабых выживших вам ничто не даст, и только с адекватным игроком вы будете чувствовать, на что способны выжившие в погоне. И самое главное, на что способны вы. Не играйте с аддоном дисциплина. Если вы не турнирный игрок, которому дисциплина необходима, вы быстро потеряете интерес к доктору, если будете играть с ней. Дисциплина – одна из самых главных, на мой взгляд, причин, почему доктор для многих игроков просто скучен. Как я уже говорил, аддон легкий в освоении и не требует такого жесткого знания таймингов, и это главная причина. Старайтесь не давать выжившим заранее скидывать палеты. Бегать доктора в скинутой палете куда легче, чем не скинутой. Чем меньше объект, который находится около палеты, возле которого бегает выживший, тем труднее его шокать. Старайтесь сразу выламывать палеты в объектах вроде камней, если выживший находится по другую сторону палеты. В принципе, это правило подходит именно к камням, потому что камни имеют довольно закрытую текстуру, за которой не видно выжившего, и вам придется давать очень много шоковых терапий, чтобы максимально не давать прыгать ему в палету. Важно будет научиться максимально эффективно использовать так называемое облизывание текстур. Двигайтесь как можно ближе к текстурам, и в то же время обращайте внимание, что многие текстуры в этой игре имеют шероховатости, которые в совокупности с замедлением от шоковой терапии могут сильно вам навредить. К счастью, на стандартных картах вроде Макмиллана, Свалки и Фермы их очень мало, но опять же не стоит забывать про вышесказанные углы, конструкции, машин и так далее. Во время зарядки способности старайтесь не зацепиться за коварные углы. Самое главное. Старайтесь сами выбирать маршрут, по которому должен бегать выживший, если это возможно. Самый главный приоритет, чтобы у выжившего не было возможности уйти на другую палету или окно, ведь в таком случае велика вероятность того, что вы не успеете использовать шоковую терапию, чтобы его остановить. В данном разделе будут представлены как особо неизвестные механики, ошибки, популярные заблуждения и просто небольшие секреты. На разнообразных источниках, типа англоязычной DBD-вики, которые славятся относительно достоверной информацией, в описании способности доктора есть пара строчек, в которых говорится, что использование шоковой терапии и статического разряда на выживших, страдающих от эффекта забывчивость, рассеивает этот эффект. Следуя этим подсказкам, в игре ничего не происходит, и статусы забывчивости, как временные, так и условно-перманентные, не пропадают. В подсказках перед матчами у доктора в русскоязычной локализации игры есть строчка, которая доносит до нас то, что разряд также вешает дебаф на бездействие на 2,5 секунды. Как уже можно было понять, это не так. Дебаф на бездействие идет лишь от шоковой терапии, а разряд только прерывает текущее действие.
Фонарь — это единственный предмет, который можно использовать во время дебафа шоковой терапии. Шоковая терапия всего лишь прерывает его использование на долю секунды. Ключ все еще можно использовать на третьей стадии для открытия люка. Перк чумы «Темная преданность» при ударе по объекту одержимости позволяет вешать на нее ваш радиус террора на 32 метра, давая вам эффект незаметности. На этот радиус террора будет работать статический разряд. Тем самым вы можете дистанционно использовать его, превратив одержимость в эпицентр разряда. Несмотря на то, что доктор может видеть иллюзии докторов в виде аур на второй стадии безумия только благодаря эффекту усмирения, по непонятным причинам изредка он может видеть их даже без него. Возможно, это эффект от недавно сброшенной третьей стадии. Раньше доктор был совершенно другим убийцей. У него не было разряда и терапии по кнопке, вместо этого была сложная механика стадий. Чтобы шокать, вам нужно было перейти в режим лечения, а чтобы бить палкой — в режим наказания. Также в режиме лечения ваш террор превращался в статическое поле, и если выжившие в нем находились, они медленно накапливали уровень безумия. Сама тема за сменой режимов лечения и наказания была довольно трудной в исполнении, особенно если против вас попался хороший выживший. Ведь двигался он куда медленнее, пока исполнял свои трюки, чем сейчас, и малейшая ошибка стоила вам всей погони. Конечно, были и свои плюсы. Аддон, который давал выжившим перманентную усталость на третьей стадии, или возможность сбивать шоковой терапией анимации прыжков в окна, и что являлось довольно сломанной механикой, и очевидно не предусмотренной. Это были времена пика доктора в плане интересной механики, но не в плане силы. Но потом настало время, которое поменяло Dead by Daylight навсегда. Выделенные сервера. Раньше хостом матча был убийца, но после введения этой системы все легло на сервер. Сразу же после их выхода у доктора начались огромные проблемы. Проще говоря, каким-то образом действие смены режимов доктора доходило до сервера с задержкой, из-за чего с этой же задержкой происходила смена наказания на лечение и наоборот. Учитывая важность соблюдения тайминга в шоковой терапии, это было для него катастрофой. И именно это событие и послужило первоочередной причиной его реворка. И реворк его сделал менее силозависимым, но не настолько, чтобы можно было его кинуть в стопку убийц с маленьким скиллкапом. Учитывая тенденцию выпуска убийц у разработчиков за последние годы, в плане сравнения Доктор смотрится куда более играбельнее и интереснее. Попытки не пересекаться с уже вышедшими механиками и создать что-то новое вытекает рождение почти бесполезных контроль-убийц, ну а что-то интересное и годное встречается крайне редко. Такая ситуация заставляет игроков вспомнить прошлое и искать нечто свое среди персонажей, которые вышли целые годы назад. И Доктор, без сомнения, один из них. Спасибо за просмотр.